Весы, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделю с 21 по 27 февраля по всем сферам жизни. Важные события этой недели. У нас будет еще совет и предупреждение от оракула и маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Дом, семья, отношения, работа, карьера, бизнес, финансы, совет, предупреждение от Таро. Так, ну что у нас тут выскочило, да? Какой-то удачный шанс заработать, ну, может быть, при помощи какого-то друга. Друг или совет от кого-то, или помощь. Я не знаю, как они лежали, вот как они выпали. Потому что кубики — это всегда удача, шанс. Конечно, иногда бывают кубики и какие-то риски. Но у нас здесь как бы рыбы выпали. Все-таки, мне кажется, кубики были вот здесь. Да, потому что я их сначала открыла, а рыбы были внизу. То есть, смотрите, кубики всегда несут перемены. Но это перемены к лучшему. Причем у кого-то здесь может возникнуть какой-то тандем. Это может быть партнерство, плодотворная какая-то деятельность, может быть, с кем-то. Это может быть друг, коллега, бизнес-партнер. Это может быть и ваш родственник или любимый человек. Если у вас в семье, в доме тоже что-то новое, да, какая-то задумка, реализация чего-то, может быть, это начало, например, строительства, ремонта. Да, у кого-то может быть здесь. И, кстати, если вы хотели забеременеть, может быть, через ЭКО при помощи какого-то специалиста, то, да, беременность придет, наступит. Но, может быть, придется потратиться. Кого-то ждет очень хороший совет или помощь от друга, родственника, или хороший совет по поводу, как заработать. Но в любом случае кубики несут всегда какие-то неожиданности, шансы, которым нужно будет воспользоваться. Это поможет вам. Вот здесь вот тоже ведь какой-то удачный шанс. То ли заработать, то ли хорошо вложиться, то ли получить прибыль. Да. Ну, раз они выпали, значит, так должно быть. Давайте мы уточним в доме, в семье у вас. Да, у кого-то известие о беременности, у кого-то может быть какая-то дорога, у кого-то начало какого-то грандиозного проекта. Как я уже озвучила. Ну, еще, да, здесь и любовь, и страсть, желание. Ну, давайте мы уточним этот туз. Ух ты, ничего себе, весы. Два туза, два начала, причем очень даже перспективные. Но тут что-то такое связано, скорее всего, с деньгами, с недвижимостью. Может быть, это начало строительства, как я сказала. Да, это вкладываться во что-то, что стоит на земле. Может быть, это покупка. Может быть, вы уже что-то купили и начинаете планировать. Ну, например, купили квартиру, начинаете в ней отделку. Но это как вариант. У всех может быть что-то разное. У кого-то реально здесь беременность. Да, это семя, это новое начало, да, новое рождение. У кого-то, знаете, еще могут то ли одобрить ипотеку, то ли отдать долг. А ведь у нас туз пентаклей — это дар, да? Может быть, это вам отдают долг, и вы начинаете вкладывать деньги. Вот здесь что-то связано, то ли получение наследства, может быть, туз жезлов — это известие, то ли поменять недвижимость. Кто-то может, знаете, что вы, например, у вас есть квартира или дом, и вы на этой неделе очень удачно сдадите в аренду. Потому что это получать деньги за аренду жилья. Ну, это как вариант. Но туз пентаклей уточнять не буду. Если вам какой-то друг, родственник, ну, кто-то близкий к вам по собаке, что-то в эту неделю предложит, то обязательно соглашайтесь.
Тут может быть еще, знаете, дорога-то куда? Может быть, вы куда-то на заработки отправитесь. Или какая-то выгодная поездка, которая принесет вам деньги. Ну, шансы очень хорошие. Но это вот связано что-то с домом или с семьей. Да. Хорошо, отношения. Вот тоже отношения, ведь это стоять на развилке, да, это может быть ждать какого-то приглашения или какой-то поездки, или переезда, если вы уже живете или в браке. Также это выбор, конечно, это выбор между, например, двух претендентов на вашу руку, если вы в поиске. Конечно, карта может говорить, что вы сейчас одиноки. Двойка — это нерешительность и сомнения. Вообще, стоит ли мне еще кого-то искать? Нужны ли мне вообще новые отношения? Или вы уже состоите в отношениях? Может быть, ну, как вариант, у кого-то здесь зарождение новых чувств. Это или оставаться в старых отношениях, или уходить в новые. Ну, давайте мы посмотрим, что у вас здесь за выбор. Выбор и какие-то то ли конфликты, то ли недопонимание с кем-то, то ли какие-то вы новости получите. Это еще, знаете, слежка друг за другом. Может быть, вот кто-то друг за другом следит, например, через телефон, интернет. Шпионская программа. Семерка. Ну, тут смотрите, если вы одиноки, паж мечей может показывать о самокритике. То есть, может быть, вы обвиняете, например, себя, у вас были отношения, вы расстались, и вы обвиняете себя, что вы виноваты в том, что отношения не сложились. Но также вот семерка-то что? Это или борьба внутри вас, или это, знаете, кто-то проявляет к вам внимание, но вот вы сомневаетесь, стоит не стоит вступать. Здесь как бы даже, как по семерке, это отбиваться от поклонников. Это вам совет, предупреждение, это ложится паж кубков, как бы здесь паж мечей, это отвергать ухаживание, а в совет-то вам ложится, что ну хотя бы встретитесь, поговорите, сходите, если вас человек куда-то зовет. Как бы вот, ну как бы совет карты говорит, ответьте на знаки внимания, которые вам оказывают. Потому что ждет, здесь с вашей стороны идет какое-то сопротивление. Ну, здесь, конечно, решать вам. Здесь, понимаете, если в вашу жизнь сейчас придет какой-то человек, то вы обретете в первую очередь очень надежного партнера или партнершу, человека верного, который будет очень хорошо к вам относиться, причем вас ждет очень благоприятный период, то есть ваша жизнь поменяется к лучшему. Ну, опять же, тут решать вам. Хорошо, работа. Работа, карьера, бизнес, девятка. Да, здесь может быть, знаете, кто-то метит на ваше место. Здесь вы что-то защищаете. Или свое местоположение, или свои интересы, или, может быть, даже свой бизнес. Может быть, какие-то проверки от госструктур, там, пожарники, налоговая. Или, может быть, вам какой-то человек предлагает какой-то новый замысел, проект, ну, что-то такое. А вы сомневаетесь. Эта карта говорит, когда мы сопротивляемся чему-то новому, мы уже изначально боимся провала. Ну, давайте мы уточним. Да, если на работе кто-то метит на ваше место, здесь карта говорит, проявляйте внимательность, осторожность, чтобы как бы вовремя отстоять свои интересы. Я говорю, вам предлагают здесь какое-то партнерство, и опять у вас выбор. У вас и в отношениях выбор. Ну, вы весы. Да, вам обязательно нужно все взвешивать. Может быть, это кто-то из ваших родственников. Почему у нас в доме, в семье два туза? Может быть, вам какой-то родственник, близкий человек предлагает партнерство в бизнесе, в работе. Но девятка говорит, что вы очень осторожны. То ли вы этому человеку не доверяете, то ли вот реально вы уже изначально боитесь провала. Но карты сказали, что это удачный случай, хорошо заработать.
Конечно, иногда еще влюбленные говорят о каком-то искушении, например, поменять работу, или вам что-то предлагают, а вы опасаетесь принять это предложение. Ну, например, вы работаете, вам предлагают какую-то другую должность, а вы сомневаетесь или боитесь, что не справитесь, или боитесь вот именно перемен. Ну, здесь, конечно, карта говорит, слушайте свое сердце. Ну, давайте вам совет посмотрим по работе. Мгм. Вот какое-то предложение от какого-то близкого человека. Вот. Но человек идет с благими намерениями. То есть у нас вот этот паж, это может быть, опять же, предложение о каком-то проекте, который может перейти в рыцари. Конечно, у кого-то здесь может быть вот реально поездка. Почему у меня здесь сразу шла информация о какой-то дороге? Может быть, для того, чтобы заработать, вам нужно будет вот отправиться в дорогу. Или предложение о том, чтобы заняться какой-то любимой работой. Или все-таки это какой-то человек. Ну, рассмотрите, карты сказали, что есть шанс повысить свое финансовое положение. Тем более, если это какой-то заказ, если вы, например, занимаетесь чем-то своим. Ну, в деньгах я уже здесь сказала практически все. Но еще здесь можно срубить куш. Но девятка всегда говорит, или мы собираем урожай того, над чем мы трудились, или оказаться в нужном месте в нужное время, может быть, рискнуть. Это, знаете, как выигрыш в лотерею, да? Все покупают билеты, но выигрывает, как правило, человек один. То есть вот здесь по деньгам карта может говорить о каких-то приятных неожиданностях или о счастливом случае. Хорошо, совет предупреждения, но я тут уже сказала, кому-то надо ответить на чувства. Для кого-то еще, может быть, для весов совет обратить внимание на своего ребенка. Может быть, он от вас потребует, он или их несколько, да, потребует от вас внимания на этой неделе. Но вот также какой-то проект, который могут вам предложить. Не упустите этот шанс. Хорошо, весы. Давайте получим для вас совет. Совет от оракула Мадам Эндорес для весов с 21 по 27. Да, ну вот для тех, кто в поиске любви, здесь будет искушение, какой-то рыцарь вас будет завоевывать. Ну, мужчины, может быть, сами кого-то будут очаровывать. А воздух – это ваша стихия. Карта говорит о нерешительности и сомнениях. Также здесь соблазн, приглашение в какую-то поездку, рыцарь, но и опять ваши сомнения и нерешительность. То есть вот вы на этой неделе встанете перед каким-то выбором или очень большим соблазном. То ли заработать, то ли вступить в любовную связь. Хорошо, давайте посмотрим ответ маятника. Маятник, ответь, пожалуйста, весам на их запрос «да» или «нет» на неделе с 21 по 27 февраля. Ответ «да». У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам хорошей, удачной недели. Не упустите свой шанс. До свидания. Скорпиончики, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 21 по 27 февраля. Главные важные события этой недели для вас. Также получим советы от оракулов. И в конце будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Скорпионы, неделя с 21 по 27 февраля. Дом, семья. Отношения. Работа, карьера, бизнес.
Финансовые вопросы, деньги. Совет, предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Что-то у меня криво как-то, да? Сейчас, минуточку. Да, прошу прощения, поправляла и нечаянно выключила. Продолжаем с вами, скорпиончики. Сюрприз, неожиданность на неделю с 21 по 27. Как интересно. Я бы сказала, здесь кто-то из скорпионов получит или какое-то приглашение на свидание, или подарок, да, который приведет к счастью, к радости и удовлетворению вас. Но смотрите, не хвалитесь, да, зависть может вызвать этот или подарок, или приглашение. Здесь еще в отношениях маг, может быть, какое-то ухаживание, или, может быть, достижение мастерства, или в каких-то творческих проектах по работе. Потому что здесь еще совет туз кубков ложится, тоже какие-то приятные, радостные новости. То ли кто-то здесь одержит победу над соперником, соперницей, как вариант. Или у кого-то известие о беременности, зачатии, да, или рождении малыша. Но при помощи медицины. Ну, еще змея может показывать трудности с зачатием или какие-то проблемы со здоровьем. Это, знаете, змея — это что-то связано, трубы. Может быть, было что-то, какие-то проблемы, но, скорее всего, вы их преодолеете. Но если у вас произойдет какое-то радостное событие, или вы добьетесь успеха, или вас куда-то пригласят, ну, постарайтесь не хвалиться, чтобы не вызывать зависть у друзей, да, или у коллег на работе. Но ждите какое-то приятное то ли событие, то ли приятный сюрприз. Да, ну у кого-то известие о беременности, у кого-то может быть переезд, смена места жительства. Также это какая-то поездка, путешествие. Может быть, в отпуск отправитесь. Может быть, как раз подарок-то и состоит, что к солнышку поехать, погреться, да? Ну давайте мы шута узнаем, посмотрим, о чем он здесь говорит. Да, ну смотрите, у кого-то неожиданное известие о беременности. У кого-то может быть какая-то неожиданная, опять же, поездка. Рыцарь мечей — это всегда что-то стремительное. Это может быть отъезд с какой-то определенной целью. Ну, то я говорю, путешествие. Может быть, какая-то горящая путевка, как сюрприз, подарок. Это может быть поездка на учебу. Или вам нужно отправиться на какие-то переговоры. Может быть, это связано с покупкой, продажей недвижимости. У вас семерка перешла в восьмерку. Но у кого-то, да, здесь известие как сюрприз, это о том, что вы забеременели, да, что вы скоро станете мамочкой. Потому что и в совет у нас тоже вот новость-то с тузом. Так, ну давайте тогда отношения посмотрим. Маг, да, ну здесь маг мужчина делает какой-то сюрприз, причем неожиданный. Вообще маг всегда показывает очень активного мужчину. Это фокусник. То есть это может быть реально мужчина делает сюрприз, который вы не ожидали. Или может быть ваши отношения, чтобы вы забеременели, какой-то специалист, опять же, приносит вам очень хорошие новости. Ну давайте уточним. Да, еще карта говорит, если вы в поиске любви и есть у вас кто-то на примете, карта всегда советует проявить активность. Может быть, пригласить. Знаете, еще змея может говорить, вы приглашаете, но с хитростью, да, вот, может быть, даже пойти на обман. Это как бы вот заманить человека. Но вы, если признаетесь в любви, то карта говорит, что человек может ответить вам взаимностью. Потому что туз кубков говорит о каком-то счастье, ну и солнце это тоже. Поэтому карта говорит, если есть кто-то на примете, действуйте. Ну, здесь, смотрите, скорее всего, это маг говорит о том, что вот человек прошел какой-то очень долгий путь, тяжелый путь.
через страхи, через очень сильные переживания. Ну, может быть, вы долго лечились и хотели забеременеть, да? М. Так, сейчас уже пошла информация. Мгм. Если у вас отношения с несвободным человеком, да, любовь есть, встречи есть, но есть соперница, змея. Да, это может быть законная супруга. Это еще может быть и мама, которая против. Здесь может быть, вот десятка говорит, что есть отношения, но очень тяжелые. Долгие еще десятка показывает. Страхи, что вы останетесь одни, что вас бросят. Пятерка может говорить об ультиматуме. Ну, выбирай, или я, или она, или он. Но здесь король жезлов ложится. Скорее всего, это представитель или огненной стихии, или это человек, который занимается каким-то своим бизнесом или занимает руководящий пост. Здесь может быть выставление ультиматума, но вот этот ультиматум может привести к тому, что человек наконец-то примет решение. Или отстраниться от мамы, которая вам мешает, то есть вот через конфликт. Может быть, вы куда-то переедете, съедете, если у вас не сложились с кем-то отношения. Или здесь известие о беременности, и мужчине уже деваться некуда, нужно принимать какое-то решение. Ну, вот как вариант. Но в любом случае, какие бы здесь конфликты или ссоры не были, ну, пятерка мечей даже не ссора, это война. А все равно это приведет наконец-то к прояснению ситуации. Может быть, этот конфликт назревал уже давно. Хорошо. Работа. Здесь ваша карта ложится, если меня женщины смотрят. Кто-то, может быть, сейчас находится в декрете, кто-то, может быть, домохозяйка. Еще королева кубков — это может быть социальный работник, няня, или это врач, терапевт, или, может быть, вы занимаетесь каким-то целительством. Ну, еще это психолог, психотерапевт, тот, кто лечит душу. Кто-то, может быть, занимается какими-то эзотерическими практиками. Ну и, конечно, творческие профессии. Здесь может быть какой-то новый проект у вас. Знаете, здесь получить хороший заказ, заработать, но, может быть, обойти каких-то конкурентов или соперников. Потому что и в деньгах у нас ложится восьмерка, да, это может быть какое-то новое сфера деятельности, или, может быть, это новый заказ, новый проект или новая должность. Да, ну давайте посмотрим, что эта карта обозначает. У кого-то может быть здесь или смена работы, смена профессии, или, может быть, смена офиса, или какая-то поездка. Да, кто-то может в отпуск отправиться, мы же здесь смотрели. Да, это неожиданное отправление в отпуск. То есть вы работать, скорее всего, на этой неделе не будете. Так, давайте еще одну карту посмотрим. Но в любом случае шестерка всегда несет перемены. Умеренность. Ну, умеренность — это или отдых, или кто-то из скорпионов уходит в декрет. Ну, как вариант. Но больше, я думаю, все-таки здесь отдых. Хорошо. Финансы. Ну, здесь получение финансов от вашей работы, от вашей деятельности. То есть карта говорит о стабильном финансовом достатке, о деньгах, которые вы сами зарабатываете. То есть это хорошая стабильная прибыль. Ну, может быть, траты на что-то новое, может быть, на какой-то новый проект, замысел. Это начинание какое-то, может быть, это связано с вашим домом, семьей. Кто-то, может быть, вот здесь займется какими-то практиками или обучением, то тогда это траты на учебу. Да, в совет карта говорит, будьте открыты для счастья. Какие-то очень приятные, позитивные новости вас ждут. У кого-то исполнение желания, у кого-то, может быть, беременность, предложение руки и сердца или какая-то приятная поездка. Да. Хорошо, давайте, скорпиончики, посмотрим совет для вас. Совет от оракула Мадам Эндорс. Скорпионы, неделя с 21 по 27. Так, совет для вас.
Да, ну совет, смотрите, золотое сердце здесь, в этой колоде, является символом любви, романтики. Эта карта олицетворяет честность, верность, прочный союз или возрождение любви. То есть карта говорит, что вы достигнете ваших сердечных желаний. Конечно, черный кот, как правило, это символ тайны суеверия. Да, карта вам советует избегать ненужных рисков, но сейчас вас ждет удача в любовных делах, то есть вас ждут благоприятные перемены. Но вот здесь третья карта, когда вот этот песок сыплется в этих часах, она напоминает нам о том, что время для нас драгоценно и важно. То есть хватит колебаться, проявите инициативу, действуйте, пока не стало слишком поздно. То есть вот сейчас время для вас в любовных делах будет иметь большое значение. Это у нас была карта мага в любви. Поэтому такой для вас совет. Хорошо, и давайте посмотрим, скорпиончики, ответ для вас. Маятник, ответь, пожалуйста, скорпионам на их запрос «да» или «нет» на неделе с 21 по 27 февраля. Ответ «да». У меня для вас все. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам удачной, хорошей недели. До свидания. Стрельцы, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 21 по 27 февраля. Основные важные события этой недели. Получим с вами советы, предупреждения. И в конце будет у нас маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Что ждет стрельцов на неделе с 21 по 27 февраля? Дом, семья, отношения, работа, карьера, бизнес, финансы, совет, предупреждения от Таро и сюрприз, неожиданность на Ленорман. Или на чем-то он сделает вам акцент. Стрельцы предстоящей недели с 21 по 27 февраля. Да, я смотрю, у вас какую неделю вот эти крысы постоянно выпадают. Что-то вас очень сильно беспокоит. Но вы знаете, здесь вот гроб и крысы была какая-то безвыходная ситуация, но она начинает меняться к лучшему на этой неделе. То ли здесь какой-то был ущерб в финансах, то ли вообще у кого-то, может быть, какая-то потеря была, или денег, или, может быть, потеря перспектив работы. Ну, или, может быть, вот что-то произошло, и вы попали в тупик. Да, гроб — это вообще не движение, но это еще и безвыходное положение. Здесь то ли кто-то находит работу, то ли вы получаете какой-то новый заказ, проект, какие-то перспективы. У вас появляется, кто-то может отправиться куда-то в дорогу. Эта дорога, скорее всего, связана с работой. Может быть, это какая-то выгодная поездка. Или, может быть, вы уезжаете в другой город, в другую страну. Или приходят какие-то новости, известия, или какие-то приглашения. То есть это обновление в вашей жизни, но вы прошли, скорее всего, какие-то сложные времена. Тут даже, может быть, у кого-то уже начиналась депрессия от безысходности или как безнадёги. Да, может быть, как раз в финансах вам и приходилось экономить. Четверка, да, это бережливость, чтобы продержаться вот этот сложный период. Но он уже заканчивается. К вам приближаются какие-то очень выгодные новости. Кто-то находит работу, кто-то куда-то уезжает. То есть начинается движение и выход из сложной ситуации. Но я обратила внимание, у вас, по-моему, и та неделя была тоже что-то, крысы какие-то тоже неприятные были. И, по-моему, позапрошлое. Но все, это все заканчивается. Так, хорошо.
Ну, давайте посмотрим четверку в доме. Да, это карта бережливости, когда мы экономим ресурсы. Ну, она не говорит о кризисе, ну, может быть, недостаток финансов. Кто-то, может быть, занимается вопросами недвижимости. Может быть, вы сейчас на что-то собираетесь, чтобы сделать, например, крупную покупку. Ну, давайте мы уточним. То есть, может быть, готовитесь к какой-то... Ну, вот тут десятка, да. Десятка. На что вы тут собираете или к чему вы тут готовитесь? Десятка. Кто-то, может быть, новости какие. Кто-то, может быть, получает предложение руки и сердца. У кого-то известие о беременности. Также это исполнение желаний связано с вашим домом, семьей. Может быть, кто-то поедет в отпуск или, опять же, вот в какую-то дорогу. Или вы получите очень хорошие новости, которые внесут гармонию, достаток и спокойствие в ваш дом. Это еще, знаете, может быть помощь от семьи, потому что в деньгах здесь королева кубков. Эта карта, может быть, показывает маму, который поддержит вас финансово, чтобы вы смогли вот выйти из какой-то сложной ситуации. Это может быть вот именно поддержка. Да, у вас на дне еще четверка жезлов. Тут, может быть, решаются вопросы с недвижимостью. Например, вы собирали там купить что-то, там квартиру, не знаю, участок земли, там, поменять что-то, может быть, на большее. Может быть, у кого-то из стрельцов, например, ребенок рождается, ну и вам тесно, да, но здесь идет помощь от семьи. Да. Ну или у вас какие-то радостные события в вашем доме. Хорошо. Ну, в отношениях здесь туз пентаклей. Да, у кого-то может быть известие о беременности. Может быть, как раз вот крысы говорят, что были проблемы со здоровьем. И по гробу вообще не получалось забеременеть, да? Может быть, вы лечились, предпринимали какие-то активные действия, вот деньги, да, может быть, тратились на врачей, на целителей. И здесь приходит известие о том, что вы забеременели. Ну, еще это решение вопросов с недвижимостью, это покупка, продажа, это еще дар, да, вот кто-то вам помогает с финансами. Это еще, может быть, знаете, карта долга. Может быть, вы кому-то дали в долг и уже отчаялись получить назад, да, это, может быть, вернут какую-то сумму вам. Если вы в поиске, здесь новые отношения. И по тузу пентаклей это всегда очень стабильные отношения, которые, как правило, приводят к браку. Но туз пентаклей уточнять не буду. Работа. Тут тоже у нас туз. Кто-то находит новую работу, кто-то может отправиться в какую-то дорогу, поездку, кто-то начинает какой-то новый проект, заказ. Или, может быть, есть какая-то новая должность. Ну, я не знаю, стоит ли уточнять, но в любом случае здесь какие-то новые возможности. Это, знаете, загореться какой-то идеей. Но единственное, что карта говорит, если вы что-то здесь начинаете, будь то это ваш бизнес или новую работу, или какой-то новый заказ, постарайтесь, чтобы вот этот огонь не потух, пока вы не доведете это до конца и не получите свою прибыль. Финансы. Ну, здесь королева кубков. Если кто-то отправляется в отпуск, это может быть траты на удовольствие. У кого-то здесь будут траты, может быть, на врача или вот что-то связанное с беременностью. Также это помощь, конечно, от женщины, которая к вам хорошо относится. Ну, как правило, это карта матери. Вот поддержка от семьи. Но кто-то еще, может быть, из женщин-стрельцов будет тратиться на какие-то новые творческие проекты. Мужчины могут тратиться на ухаживание. Да, если у вас новая любовь, это тратится на свою любимую женщину. Ну, а в совет предупреждения двойка. У нас двойка. Сначала у нас туз идет пентакли, потом двойка. Здесь карта говорит, получаете хорошую прибыль, если это что-то на недвижимость. Во-первых, ищите варианты, торгуйтесь. Постарайтесь сбить цену, если вы что-то покупаете. Но и в то же время проявите гибкость и знайте, что деньги должны работать. То есть, может быть, их вложить в какие-то новые проекты, новые задумки. Еще карты советуют заняться документацией.
Потому что все-таки у нас двойка — это разумное распоряжение финансами. Да. Тут еще совет, может быть, у вас есть какая-то работа, занятость. Вам на этой неделе могут предложить то ли одноразово что-то заработать, то ли неофициальная какая-то работа. Рассмотрите ее, можете заработать. Ну, может быть, не такие большие деньги, но все равно не упустите этой возможности. Так, хорошо, стрельцы, давайте совет для вас получим. Совет для стрельцов от оракула мадам Эндорос на неделю с 21 по 27. Да, стрельцы, смотрите, совет для вас на эту неделю. У нас там в финансах ложилась королева кубков. Это не только карта матери, но это еще женщина, у которой сильно развита интуиция. Если она вам что-то посоветует на этой неделе, то обязательно прислушайтесь. Но это что-то связано с финансовой сферой. Вот эта карта показывает хранителей секретов и дарителя вторых шансов. Но также она может представлять собой конфликт или чувство вины. Для вас сейчас настало время простить свои прошлые ошибки, промахи, может быть, даже грехи. Вы должны понимать, что ваши секреты сейчас находятся в безопасности. Есть у вас сейчас в вашей жизни защитник. Может быть, это человек, который связан договором, контрактом, или он выполняет ваши просьбы. Например, это верный друг, родственник. Это человек, который действует от вашего имени или ставит ваши интересы выше своих собственных. Но карта предупреждает не злоупотреблять вот этим хорошим отношением к вам. Иначе этот защитник может превратиться во врага. И карта Сид, во-первых, говорит, следуйте своей интуиции. Но есть у вас еще человек, скорее всего, это женщина, потому что Сир переводится как пророк, провидец. Это какой-то духовный советник, человек, который разбирается в каких-то эзотерических практиках. Может быть, даже карта говорит, что вы посмотрите какой-то расклад на YouTube, который поможет вам воспользоваться каким-то шансом. Это человек, который видит будущее, и он может дать вам дельный совет. Но также вы доверяете своей интуиции и своим природным инстинктам. То есть какая-то правда, которая от вас пока скрыта, скоро откроется. Ну, скорее всего, на этой неделе. Да, вот такой у вас совет. Хорошо, давайте, стрельцы, посмотрим, что вам ответит маятник. Маятник, ответьте, пожалуйста, стрельцам на неделе с 21 по 27 на их запрос, да или нет. Ответ да. Ну, у меня для вас все. Я желаю вам удачной, хорошей недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Козероги, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ожидает на неделе с 21 по 27 февраля. Мы посмотрим важные основные события этой недели. Также будет совет от оракулов. И в конце расклада будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Козероги, неделя с 21 по 27. Так, что у нас? Четверка кубков перевернулась. Ну, карта досады, обиды. Может быть, вы с кем-то поссорились или нет перспектив, например, по работе, по финансам. В отношениях могут быть какие-то проблемы. Карта говорит, что на этой неделе будет какой-то шанс помириться или начать новый проект, новое дело, или получить работу. Самое главное, что обратить внимание на те предложения, которые будет посылать вам Вселенная. Да, еще кому-то карта советует, может быть, как-то развеяться, заняться какими-то увлечениями, которые вам нравятся, или, может быть, заняться спортом.
Потому что четверка еще это карта какого-то болота. Вот когда одно и то же, безнадега, что ли, какая-то. Так, хорошо. Ну, может быть, кому-то такой совет нужен. Дом, семья, отношения, работа, карьера, бизнес, финансы, совет, предупреждение, Таро. Сюрприз, неожиданность, козероги, неделя с 21 по 27. Ну или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Так, сейчас чуть-чуть опущу. Да, вот смотрите, если у вас сейчас есть какая-то мечта, цель, к которой вы идете, компас всегда говорит о выборе пути для достижения желаемого. Но вот этот компас, вот этот путь и направление вы должны выбрать сами. Да, вы можете слушать предложения других людей, но слепо идти по этому пути, доверять не стоит. Звезды всегда говорят прислушаться к своей интуиции, потому что по крысам вы послушаете чей-то совет и пойдете по ложному пути. Это будет не ваша мечта, это будет чья-то навязанная вам цель. То есть вот эта карта всегда призывает вас не действовать слепо, без направления. Вот у меня есть цель, и я хочу ее добиться. Конечно, крыса может показывать не только ложные направления, которые кто-то вам навяжет, но еще ваше беспокойство по поводу достижения этой цели. Поэтому здесь только ваша интуиция поможет вам найти правильный путь. Чего это касается, чего угодно. И работы, и направления пути, и какой-то поездки, переезда, отношений, всего чего угодно. Финансов. Здесь карты советуют вам слушать только себя. Да, советы получайте, но выбор делайте сами. Хорошо. Дом, семья, где у кого-то здесь может быть переезд, может быть смена места жительства, также какая-то поездка. Это может быть поездка на заработки или поездка в отпуск. Кого-то могут отправить в командировку. Но тут, если кто-то уезжает, то, скорее всего, в одиночестве. Может быть, вот это беспокойство-то и говорит, у вас появились какие-то перспективы, но вам нужно уезжать. Это может быть другой город, другая страна, и, скорее всего, в одиночестве. Из-за этого вы будете очень сильно переживать, что оставляете семью. Давайте посмотрим, что у вас здесь от перемены. Да, шестерка может говорить и уход из отношений, уход из семьи для кого-то. Потому что все-таки в отношениях здесь какие-то сомнения. Здесь предложение может быть о новой работе. Почему в отношениях сомнения, уезжать или не уезжать, как я оставлю семью, да? Или ехать одному, или одной, или ехать всем вместе. Здесь могут быть какие-то хорошие перспективы по работе, и вам, как я сказала, нужно уезжать. Но у кого-то здесь еще переезд, например, на новое место жительства. Но, скорее всего, вот это или квартира, или дом потребует от вас еще приложить руки и финансы. Может быть, там нужно будет ремонт сделать, или вообще это помещение без отделки. Или, может быть, вторичка, и нужно будет, да, прикладывать какие-то еще дела. Я сейчас уточню, конечно, но у кого-то здесь уход из одних отношений, из-за того, что у вас появились другие. Давайте мы эту двойку уточним, потому что тут в деньгах какая-то защита. Да? Что значит двойка? Двойка мечей – это сомневаться. Угу. Нет, все-таки здесь что-то связано или с собственностью, или с работой. Ну, здесь вам решать, конечно, самим. Может быть, как вариант, карты говорят, ехайте пока в одиночестве, обустроитесь, вызовите семью.
Может быть, по крысам у вас не только беспокойство, но и финансов не хватает, чтобы уехать всем вместе. Ну, а у кого-то здесь выбор, может быть, если вы были в поиске, это вступать, не вступать в новые отношения. Есть какие-то сомнения. Ну, король Пентаклей — это может быть представитель земной стихии, но его все-таки показывает королем. То есть, возможно, человек семейный. Из-за этого вы и сомневаетесь. Так, сейчас еще одну карту. Нет, здесь какой-то переезд или поездка на заработки. Да, как сразу информация шла. Здесь может быть выбор недвижимости. Какие-то предложения, например, риэлтор вам дает. Ну или мужчины меня козероги смотрят, вы здесь что-то выбираете. То ли купить там из двух вариантов, сомнения есть, да, или все-таки уезжать куда-то, скорее всего, за границу на заработки. А вот для тех, кто в поиске, вот для мужчин я здесь вижу сомнения, вступать или не вступать в отношениях, например, с представительницей огненной стихии, или, может быть, здесь отношения в какой-то поездке, или вы куда-то поедете в командировку, или человек сюда приедет. Вот для женщин как-то я здесь вообще не вижу. Сейчас. Еще у нас рыцарь. Ну, здесь какие-то рыцари, поездки. Выбор между двух, да, два рыцаря. Женщина огненной стихии, женщина вашей стихии. Все-таки здесь больше куда-то мне надо уехать на заработки за границу. Ехать одному или со всей семьей. Какие-то у вас перспективы по работе. А у женщин может быть здесь выбор из двух рыцарей. Так, хорошо. Работа. По работе здесь карта успеха. Она говорит, люди над чем-то трудились, сейчас получили урожай того, куда вкладывал свои силы. Это может быть карта показывает продвижение по карьерной лестнице, или если это ваш бизнес, может быть сдача какого-то проекта. У кого-то может быть все-таки переезд и обустройство на новом месте. Может быть, карта показывает, что вы возьмете отпуск. Да, еще может быть у кого-то на работе состоится какой-то корпоратив. Ну да, у нас там 23 февраля, но вот, может быть, будете отмечать праздник. Финансы, девятка жезлов. Тут, знаете, карта говорит, вот совет еще предупреждение, семерка мечей. Может быть, она вам советует сейчас обратить внимание на свои финансы, вот защитить или сохранить то, что у вас уже есть. То есть вот все-таки крысы — это тоже денежные потери, да? Может быть, вам кто-то, ну, тут в первую очередь, конечно, какой-то ложный путь, но еще, может быть, вам кто-то предложит что-то, там, например, вложиться куда-то. Вот здесь вот будьте аккуратнее, здесь могут быть денежные потери. Перспективы нарисуют очень хорошие. Давайте мы эту девятку уточним, потому что тут еще на дне у вас девятка мечей, да, какие-то переживания. Вот девятка перешла в десятку. То есть вот финансы нужно защищать. Сейчас. А здесь у кого-то могут быть какие-то судебные дела, и вам придется в суде отстоять свою собственность. Может быть, здесь какие-то дела юридические, наследство, подписание договоров, сделок. Да, если вы сейчас покупаете какую-то недвижимость, да, переезжаете, например, будьте аккуратнее, во-первых. А во-вторых, карты советуют при заключении сделки торговаться. Чтобы сохранить ресурсы, попробуйте скинуть цену. Это раз. Во-вторых, может быть, это оформление каких-то официальных документов, которые потребуют от вас вложений. Еще может быть это заключение какого-то выгодного контракта по работе. Но вот девятка всегда говорит, во-первых, сохраняйте тайну, не делитесь ни с кем, чтобы эту инициативу у вас не перехватили. И проявляйте осторожность и внимательность. Это, знаете, для того, чтобы не пропустить какой-то удачный шанс
Но это что-то связано с финансами. Но вот все-таки у нас в совет ложится семерка. Кому-то карта может говорить, простроить, как вот здесь по компасу, да? Составьте план, стратегию, как вы хотите добиться желаемого, чтобы не было каких-то непредвиденных потерь. Ну, скорее всего, финансовых, да? И все-таки будьте аккуратней, потому что семерка еще это карта мошенничества и обмана. Постарайтесь, чтобы вас не обманули. Так, хорошо, давайте посмотрим совет для козерогов. Совет от оракула Мадам Эндорес. Козероги, неделя с 21 по 27. Так, ну, смотрите, вас сопровождают, вас сейчас защищают, но еще, конечно, спирит — это ваша интуиция, поможет вам удачно решить какой-то вопрос, связанный с землей. Земля — это что? Это то, что стоит на земле. Это наша собственность, это наши финансы. И вам сопутствует, как я сказала, по талисману удачи сейчас, но вот здесь карта не советует вам рисковать. То есть сейчас вам советуют использовать логику, разум и здравый смысл. И тогда вас ждет удача. Ну, давайте с вами посмотрим ответ маятника. Маятник, ответь, пожалуйста, козерогам на неделе с 21 по 27 на их запрос, да или нет. Ответ нет пока на этой неделе. Может быть, чуть позже, но пока нет. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Удачной, хорошей вам недели. До свидания. Водолейчики, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 21 по 27 февраля. Мы посмотрим основные главные события этой недели. Получим для вас советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Дом, семья, отношения, работа, карьера, бизнес. Кстати, вот на этой неделе у многих туз пентаклей выпадает. Финансы, совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность в Водолее 21 по 27 февраля. Или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Кто-то может уйти с работы, или здесь новая работа, или какой-то новый проект. Кто-то может переехать. У кого из водолеев были сложности с работой, или вообще было отсутствие работы, какой-то очень сложный период, он наконец-то заканчивается. Это выход из тупика, когда мы не знаем, что предпринять. Ну и крест, конечно, это очень сложный период. Это большие испытания. Но здесь вот смотрите, в работе, в карьере, бизнесе здесь какой-то шанс больших материальных возможностей. И в данной позиции башня может показывать о нахождении новой работы, в каких-то хороших перспективах или о получении, например, новой должности. То есть это карьерный рост, это продвижение. Но также, смотрите, у кого-то здесь
Был период одиночества. Так, я хочу еще одну карту. Был сложный период одиночества и уединения. То есть вот башня говорит, что человек находился как вот в заточении, да, ну, может быть, вот не было и желания начинать новую любовь, или вы, ну, переживали какой-то сложный период, да? Давайте сейчас я одну карту уточню здесь. Да, еще тут колодец. Да, вот по этим 4 картам я бы сказала, что кто-то из водолеев вообще вот, может быть, по работе или в отношениях, ну, колодец, да, это упасть вообще на самое дно. Ну, то есть сложный период, то ли изоляции, то ли отсутствие перспектив. Вот сейчас наступает период исцеления вот этой сложной ситуации. У всех она может быть связана с разными сферами вашей жизни. Но здесь я вообще плохих карт не увидела. Здесь только вот совет предупреждения, убирать страхи. Ну, очевидно, прошли вы через какие-то трудности. Хорошо. Работа, ой, не работа, а дом, семья, 8 жезлов, да, здесь какое-то ускорение, решение ситуации, у кого-то может быть какая-то поездка, переезд, получение долгожданных документов. Может быть, вот как раз тупиковая ситуация была, что какие-то административные затягивали решение какого-то вопроса, вот прям досконально кто-то никак не мог провести какие-то коммуникации, не знаю, может быть, вы там дом строите, да, не могли, например, воду привезти. Ну как жить без воды? То есть это какие-то ресурсы. Может быть, кто-то не мог провести, например, газ, да, ну просто вот, ну, не решается вопрос и все. То есть вот здесь движение в той ситуации, которая, может быть, зависла. 8 приходит после 7, когда мы сражаемся с какими-то трудностями, с людьми, с препятствиями, да, вот, то есть борьба. Нам нужно что-то отстоять, нам нужно чего-то добиться. 8 всегда говорит о улучшении текущего положения дел. То есть это ясность в каком-то вопросе. Вы шли к какой-то цели, и сейчас эта цель близка. Ну давайте мы уточним, по поводу чего эта цель. У кого-то может быть выздоровление, у кого-то исцеление после какого-то конфликта, у кого-то могли закончиться или отношения, или брак, или были какие-то затяжные судебные процессы, которые вот, ну, просто не решались. Через конфликт, через какие-то паузы, остановки, через войну, через разбирательство. Но вот эта ситуация как-то она улучшается. Я не знаю, с чем это у вас может быть связано. На дне у вас 8 какие-то ограничения. 5 пентаклей. Это может быть и финансовый кризис, отсутствие работы, отсутствие жилья. Так. Что? И какие-то перспективы появляются. Может быть, у кого-то переезд, у кого-то вот расширение, да, как я говорила, не знаю, может быть, реально у вас там какие-то коммуникации вы не могли провести. То есть вот бились в эту закрытую стену, а ВОЗ и ныне там. Ну, здесь мы видим, что идет исцеление какой-то сложной ситуации, которая происходила в вашем доме. Это может касаться и отношений с кем-то, и вопросов с переездами. Может быть, придут какие-то новости. Например, вы хотели куда-то уехать, и были препоны в виде вот этого, в этой изоляции. Да, вот 4 тоже об этом говорит, что вот эта изоляция, которая идет в мире, она мешала вам реализовать ваши планы. Здесь приходят неожиданные новости, и вам нужно будет срываться куда-то в дорогу. Может быть, куда-то переезжать. Ну или какие-то вот судебные, не знаю, дела административные с мертвой точки сдвигаются. Прошу прощения за голос, да, голос сел. Отношения. Ну, у мужчин, может быть, это отношения, это ваша супруга, возлюбленная. Если вы были в поиске, то да, карта для женщин показывает, что вы можете влюбиться, а для мужчин, что у вас появится любовный интерес. Это может быть представительница водной стихии, ну или просто карта показывает влюбленную даму.
Также здесь может идти помощь от этой женщины. Это может быть ваша мама, подруга. Но это человек, который к вам хорошо относится. Ну, давайте мы уточним. Мгм. Выход и окончание какой-то зависимой ситуации. То есть что-то не давало вам то ли отношениям вашим развиваться, может быть, конечно, и выход из любовного треугольника. У кого-то здесь известие о беременности. Может быть, дьявол показывает ваше страстное желание наконец-то стать мамой. Преодоление каких-то трудностей. Башни могут показывать больницу и исцеление. То есть у кого-то здесь известие, что вы станете родителями, у кого-то выход из любовного треугольника, у кого-то заканчивается какая-то зависть, может быть, и реально у вас были судебные дела, да? Это окончание. У кого-то известие о том, что вы можете куда-то уехать по миру. Может быть, тут, вот я говорю, новости какие-то, перелет на самолете, преодоление вот этой изоляции, может быть, для кого-то актуальный вопрос с переездом. Это может быть и в рамках вашего города, смена места жительства, а может быть и иммиграция. Но мир всегда говорит о переходном этапе. То есть одна дверь закрылась, открываются какие-то новые возможности. Кто-то меняет роли, становится родителями, кто-то получает предложение руки и сердца. Кто-то, вот я говорю, выходит из каких-то зависимых ситуаций. Хорошо, работа. Ну, здесь я уже озвучила. Здесь то ли новая работа, предложение, то ли какой-то новый проект, перспективы, новая должность или нахождение. Да. То есть это найти очень надежную работу, это может быть получить повышение по службе, получить хорошую должность с хорошей оплатой. Может быть, для кого-то это премия. Или если вы занимаетесь собственным бизнесом, может быть, это какой-то крупный заказ. Финансы. Здесь может быть ожидание каких-то денег. То есть вы над чем-то работали, куда-то вложились. Может быть, вы ждете каких-то поступлений. А может быть, вот оканчивается судебное разбирательство, и вы ждете получения тех денег, может быть, за которых и шли судебные дела. Также карта по деньгам говорит, что работать сейчас приходится много, но прибыль пока еще не очень. То есть вот нужно ждать, когда вот этот бизнес или вот эта работа наберет обороты. Ну а совет предупреждения девятка, она говорит, убирайте страхи. Ситуация, вот эта ситуация, да, была сложная, но может быть не настолько, как вам кажется. То есть по картам у вас здесь происходит улучшение ситуации. Да, поэтому не накручивайте себя. У вас уже вот здесь на горизонте встает солнце. То есть вот на этой неделе у вас будет переломный период. Ну, давайте еще для вас получим совет. Водолей, совет от оракула мадам Эндорес на неделю с 21 по 27. Звезды. Да, у вас 3 карты, и все обозначают, эти карты обозначают звезды, да, звезды и солнце. А это карта стихий воздух. То есть по воздуху идут какие-то новые перспективы, которые внесут в вашу жизнь счастье, радость, реализацию, осуществление желаемого. И вы являетесь знаком воздуха. Звезды могут пророчить вам дальние путешествия, но также исполнение вашего желания. То есть карта говорит, что ваше упорство достигает цели, вы получаете вознаграждение, но также вы получаете признание и известность. Ну а воздух — это ваша стихия, это элемент разума и духа. Вот эта стихия, она, как правило, проявляется у веселых и свободолюбивых. Но однако к воздуху можно еще приписать и мечтательную, и нерешительную, и забывчивую натуру. Поэтому карта вам советует: ищите союз разума и духа. Вот такой для вас совет. Но еще какие-то новости или перспективы прилетят к вам по воздуху.
Ну, давайте посмотрим маятник для вас. Маятник, ответьте, пожалуйста, водолеям на неделе с 21 по 27 февраля на их вопрос, да или нет. Ответ да. И для вас все. Я желаю вам удачной, хорошей недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Рыбки, рыбульки, здравствуйте. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 21 по 27 февраля. Мы посмотрим основные важные события этой недели для вас. Получим советы, предупреждения от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник, который ответит на наш вопрос, да или нет. Дом, семья. Что у вас будет происходить? Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение, Таро. Сюрприз, неожиданность. Рыбы недели с 21 по 27 февраля. Или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Здесь будут какие-то трудности, то ли с получением каких-то документов, сообщений, или с оформлением каких-то документов. Вот, да, наверное, я часы сейчас уточню. Тут то ли карты говорят, нужно еще подождать, или это могут быть еще ваши сомнения и колебания по поводу оформления чего-то. Может быть, наоборот, карты говорят, что не затягивайте с этим. Как-то время для вас будет иметь очень существенное значение. Тучи это всегда это или временные трудности, да, у нас тучи быстро рассеиваются, тем более они ложатся уже солнечной стороной к вам. Может быть, наоборот, она говорит, те документы, которые вы долго ждали, или новости какие-то вы ждали, наконец-то дождетесь, да? Ну, давайте все-таки уточним. Или еще подождать нужно? Нет, идут новости. Идут новости, сообщения. Ну, всадник всегда несет информацию. То ли кто-то вам ее сообщит, то ли она придет к вам, может быть, по интернету. Также письма это может быть какие-то судебные дела, официальные бумаги, да, как я сказала. Может быть, у кого-то здесь решается вопрос там, наследства или заключения каких-то сделок. Ну, как таковых я здесь не увидела, если только, может быть, по работе какой-то выгодный контракт. Ну, мы сейчас этого короля Пентаклей уточним. Да, то есть, смотрите, что-то вы очень долго ждали или сами, может быть, время затягивали, но сейчас идет продвижение. Хорошо. Дом, семья, но здесь какие-то повседневные дела. Тройка Пентаклей, да, это каждый выполняет свои обязанности, которые вы на себя уложили дома. Также здесь может быть... Кто-то, может быть, занимается обучением из дома. Может быть, вы сейчас работаете по удаленке. Ну, больше я думаю, что здесь какие-то повседневные дела. Ну, давайте уточним. Может быть, еще получение прибыли. Так, король мечей. И солнце. Но, смотрите, опять же, король мечей – это что-то официальное, да? Конечно, для женщин рыб, может быть, это ваш супруг, возлюбленный, там, отец. Но опять здесь прояснение какой-то ситуации, над которой вы долго трудились или куда вкладывали деньги. У кого-то, может быть, из рыб известие о беременности. У кого-то преодоление каких-то трудностей и переход ваших отношений на более зрелый уровень. Вы смотрите, если это не ваш супруг или там отец, то карта может показывать какого-то официального человека. Вот как здесь, вот что-то вы ждали, да, вот из каких-то структур, может быть, даже это адвокат, судья. Здесь вносится ясность в какой-то вопрос. Но, скорее всего, вопрос этот как-то затянулся по времени.
Ну, может быть, из-за того, что вот это везде пандемия, нигде ничего не работает, все везде закрыто. Может быть, какие-то документы долго проходили, какое-то согласование или что-то такое. Ну, а для тех, кто лечился, например, из тех рыбок, кто хотел стать мамой, здесь идет известие о беременности. У кого-то здесь может быть и свадьба, или какие-то все-таки радостные новости и исполнение желаемого. Хорошо, ну давайте посмотрим отношения. Тут, знаете, если вы в поиске, здесь карта говорит, что вы закрыты. То есть вот человек ранен, и он защищается. Карта говорит, вы не готовы сейчас к новым отношениям, или у вас только-только закончились, или вы вышли из каких-то сложных отношений. Но вы сейчас огородились, и даже если кто-то будет знаки внимания вам уделять, вы все равно будете отбиваться. Или вы столкнетесь с человеком, который закрыт. И вот до этого сердца придется достучаться. Давайте мы уточним. Дьявол. Вы знаете, я бы сказала, что такое ощущение, что вы вышли то ли из любовного треугольника, то ли вас могли обманывать. Вот, может быть, кто-то из рыб сейчас вообще закрылся от отношений и решает вопрос с карьерой, с бизнесом, с заработками. Кто-то сейчас, может быть, куда-то уезжает на заработки. Да? Как я говорила, открываются какие-то границы. Вот, может быть, это поездка. И вам сейчас не до любви. Но у вас на дне ложится рыцарь кубков. Ведь это любовь. Это вот этот всадник, это может быть новый человек в вашу жизнь войдет. И звезда, да, и хорошие перспективы. Или тут что-то связано все-таки с какой-то поездкой, работой, планами. Карта может говорить, что вы или влюбитесь, или встретите любовь. Но вот другой вопрос. Готовы ли сейчас к новой любви? Девятка еще может говорить, если вы сейчас вступаете в новые отношения, знакомитесь, то тогда учтите свой прошлый опыт и не совершайте тех же ошибок. По дьяволу это раствориться в своем любимом человеке. Или впасть в какую-то зависимость, или потерять себя, да, это вот, ну, как раствориться, да. Поэтому вот здесь карта говорит, не совершайте тех же ошибок. Вообще по рыцарю Пентаклей, если это любовь, то это очень стабильные отношения, но здесь и чувства будут. А рыцарь Пентаклей человек очень надежный. Да, может быть, он трудоголик, но в любом случае это не гуляка. Нет. Это еще, знаете, может быть, человек приедет откуда-то, может быть, командировочный, или вы куда-то поедете по работе, там можете познакомиться. Да, ну, кто-то, может быть, все-таки пока поглощен работой, карьерой, потому что здесь рыцарь перешел в короля. Да, кто-то из рыб, например, мужчина, карта может показывать вас, что вы занимаете сейчас очень хорошее, надежное положение. Может быть, вы работаете в сфере недвижимости, финансов, строительства. То есть вас показывают королем. Вы обладаете какими-то ресурсами, полномочиями. Если вы сейчас захотите начать что-то новое, карта вам советует не рисковать, постараться сохранить то, что у вас уже есть. Ну, а также здесь может быть влияние какого-то короля Пентаклей. Здесь, смотрите, если этот человек вам что-то предложит, то соглашайтесь, а если что-то посоветует, то прислушайтесь. Сейчас. Это может быть, потому что этот король, он умеет зарабатывать, но он умеет и сохранить свои ресурсы. Или для того, чтобы начать что-то, может быть, вам нужно заручиться поддержкой такого человека. Может быть, он в вас вложится. Кому-то, может быть, из рыб карта советует найти спонсора. Ну, давайте мы уточним. Да, здесь что-то новое. Тут для кого-то из рыб новая работа, для кого-то дорога. И новый проект. Но вот все-таки король Пентаклей
Я говорю, для мужчин карта может показывать вас или человека, который посодействует. Если вы были в поиске, может быть даже протекции для нахождения новой работы. Вот у нас в деньгах тройка мечей, да, здесь какие-то разочарования, могут быть даже потери. И в совет еще пятерка. Есть какие-то здесь переживания, но карта может предупреждать: будьте аккуратнее с тратами, чтобы не истратить больше, чем того следует. Если кто-то на этой неделе потеряет работу, то при помощи какого-то короля пентаклей вы можете или найти новую работу, или начать какой-то проект. Может быть, этот человек будет для вас как спонсор и вложится. Ну, давайте мы эту тройку мечей. А здесь могут быть большие траты на недвижимость. Что у нас здесь, какие-то документы-то, да? Да. Вопрос-то вы решаете, но может быть... Вопрос вы решаете. Да, тройка-то говорит, что что-то затянулось, что вас уже расстраивало. В любом случае, десятка всегда говорит о хорошей финансовой прибыли или о хорошем материальном положении. Ну, может быть, знаете еще что, тройка, да? Или кто-то теряет работу и тут же ее находит, или у кого-то было уже отчаянное положение по поводу денег. Может быть, долго искали работу. Десятка говорит или помощь от рода, от семьи, или вы что-то здесь продадите и получите свою прибыль, или найдете работу. Да, в совет пятерка говорит, может быть, если покупаете недвижимость, рассчитывайте, да, свои средства, чтобы не потерпеть крах. Но пятерка всегда это временные трудности. И, как правило, после пятерки идет шестерка, это всегда помощь. Она и говорит, если у вас сейчас будет трудное материальное положение, то есть ваши близкие, родные люди, которые вас поддержат. Ну, во всяком случае, помогут в сложный финансовый период. Кому-то карты советуют обратить внимание на свое здоровье. Так, хорошо. Давайте, рыбульки, получим для вас еще совет от оракула Мадам Эндорос. Совет для рыб. Неделя с 21 по 27. Совет от оракула. Так, ну кому-то повезет в любви или в дружбе, или поддержка в сложный период от любимых людей. Карта Единорог – это символ удачи, исцеления. Это символ мощной сексуальности и плодородия, то есть изобилия, богатства, деторождения. Вообще вот этот волшебный зверь может указывать на редкую находку или представлять для вас надежного друга. Да, карта Сатир может показывать какой-то праздник, и на этом празднике вы можете обрести любовь. Вы можете познакомиться с человеком, потому что карта сердца – это символ настоящей любви и романтики. Это прочный союз или возрождение любви. Вот такой для вас совет. Ну, давайте посмотрим с вами маятник. Маятник, ответьте, пожалуйста, рыбам на неделю с 21 по 27 февраля на их вопрос, да или нет. Ну, ответ да. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Хорошей вам удачной недели. До свидания.